1948 год. Колыма. В деревянном бараке, запертом снаружи тяжелым засовом, находится 100 человек. У них нет пушек. У них есть только кованые ножи, заточенные рессоры от грузовиков и стальные прутья. За дверями стоят конвойные с автоматами и спокойно курят, доносящиеся изнутри. Охрана не вмешается, потому что охрана сама дала им это оружие. Официальная история называет это «сучьей войной», самым кровавым внутривидовым конфликтом криминального мира с 1946 по 1956 год. Романтики из 90-х и сериалы убедили нас, что это была битва благородных честных воров против предателей, пошедших на сделку с властью. Но рассекреченные архивы МВД, статистика смертности на этапах и экономические отчеты ГУЛАГа доказывают страшную правду. Никакой воровской чести не было. Десятки тысяч людей были зарезаны, задушены и выброшены за борт в Охотское море ради одного – контроля над едой. Государственная репрессивная машина использовала уголовников как инструмент социального инжиниринга. Сегодня мы разберем механику этой бойни. Вы узнаете, почему корабли дальневосточного пароходства превратились в плавучие морги, как администрация лагерей конструировала пресс-хаты, как бывшие партизаны и фронтовики уничтожили криминальную элиту. И главное, как эта мясорубка выковала ту самую мафию, которая захватит Россию в 90-е. Это Crime Time.ru. Мы начинаем. Чтобы понять суть конфликта, нужно вернуться в 30-е годы. Жесткие советские законы отправили за решетку сотни тысяч маргиналов. В ответ профессиональный криминал закрылся в жесткую касту. Появились ортодоксальные воры в законе. Их идеология строилась на абсолютном паразитировании. Воровской кодекс состоял из 18 незыблемых правил. Главные из них – полный отказ от любой работы, запрет на владение документами, запрет на общение с администрацией и строжайший запрет брать в руки оружие ради государства. Вор должен был жить исключительно за счет грабежа обычных заключенных, так называемых «мужиков». Но наступил 1941 год. Система дала трещину. Указ Президиума Верховного Совета предложил уголовникам сделку – свобода в обмен на кровь. И почти 1 миллион заключенных ушли в штрафные роты Красной Армии. Они прошли через ад. Они научились штыковому бою, диверсионным вылазкам и жесткой армейской дисциплине. Но с точки зрения ортодоксального воровского закона они взяли в руки винтовку с клеймом советского государства. Они стали солдатами, а значит, они стали суками, предателями. В 1945 году война закончилась. Амнистия коснулась не всех. Демобилизованные фронтовики-уголовники начали совершать новые преступления и массово возвращаться в систему ГУЛАГа. Но старые воры их не простили. На пересыльных тюрьмах Москвы и Котласа в 1946 году прозвучал приговор. Все вернувшиеся с фронта суки подлежат смерти. Началась резня. Старые воры были уверены в своей победе, но они не учли одного. Фронтовики больше не боялись финок и удавок. Они прошли войну и умели убивать профессионально. Точкой невозврата стал июнь 1947 года. Государство выпускает указ об усилении ответственности за хищение. Сроки заключения взлетают до космических 25 лет. Численность спецконтингента в лагерях прыгает с 1 миллиона до 2,5 миллионов человек. Система трещит по швам. На Крайнем Севере, на Колыме и в Воркуте началась экономика дефицита. Жизнь зэка измерялась не деньгами, она измерялась калориями. Государство жестко привязало еду к норме выработки. Штрафной паёк для отказников – 300 грамм хлеба и вода. Гарантированная смерть от истощения за 2 месяца.
Гарантийный паёк – 500 грамм хлеба. Медленная, мучительная смерть. Рабочий паёк – 800 грамм хлеба и жидкая баланда. И стахановский паёк – 1200 грамм хлеба и доступ к котлу. Его получали те, кто перевыполнял план и административный аппарат зоны. Ортодоксальные воры не работали. Раньше они просто отбирали пайки у работяг. Но в 1947 году администрация ГУЛАГа столкнулась с катастрофой. Планы по добыче золота для треста «Дальстрой» срывались. И тогда руководство лагерей принимает гениальное и циничное решение. Они забирают должности нарядчиков, хлеборезов, бригадиров и поваров у обычных зэков и негласно передают их фракции СУК. Идеолог коллаборационистов, ветеран войны Анатолий Черкасов, понял правила игры. Суки взяли под контроль кухню и распределение работы. Они лишили старых воров еды. Это больше не был спор об идеологии. Это была битва за хлеб. Новые воровские бригадиры из числа фронтовиков жесточайшими избиениями выгоняли на лесоповал рабочую массу. То, чего не могли сделать обычные надзиратели. Государство получило идеальных рабовладельцев, а взамен закрыло глаза на то, что эти рабовладельцы начали методично вырезать старую воровскую элиту. Официальные инструкции ГУЛАГа требовали еженедельных тотальных обысков. За найденную иголку отправляли в карцер. Но в 1948 году в зонах Севваслага происходили сражения с участием 500 человек с каждой стороны. В ход шли кованые сабли, полутораметровые пики из арматуры, щиты из металлических бочек и самодельная броня из телогреек, прошитых проволокой. Откуда в закрытой режимной зоне промышленное производство оружия? Ответ прост. Оперативная часть сама поставляла им сырье. Администрация не теряла контроль над лагерями. Она конструировала резню. Главным инструментом системы стала технология пресс-хат и страшный ритуал под названием «трюмиловка». Схема смены власти в лагере была отработана до автоматизма. Оперативники этапировали в зону, контролируемую ортодоксами, крепкую бригаду фронтовиков СУК. Им заранее выдавали ножи и железные прутья. Обе группы запирались в одном бараке. Охрана блокировала двери снаружи и уходила. Внутри начинался ад. Старым ворам предлагали пройти ритуал. Нужно было ударить молотком в рельс, что символизировало выход на работу, или поцеловать лезвие ножа, признавая власть СУК. Те, кто отказывался, подвергались пыткам. Им методично ломали конечности, выкалывали глаза. Самых упрямых переводили в касту опущенных через групповое изнасилование, что означало абсолютную гражданскую смерть в криминальном мире. Остальных просто убивали. Руками уголовников государственная машина зачищала криминальную оппозицию, не марая мундиры собственной охраны. Но самые страшные сражения происходили не в стационарных лагерях, а на этапах. Центральным хабом смерти стал пересыльный пункт в бухте Ванина. Отсюда заключенных грузили на корабли дальневосточного морского пароходства – Джурма, Минск, Феликс Дзержинский. Путь через ледяное Охотское море до Магадана занимал неделю. В трюмы загоняли от 2 до 4 тысяч человек. Конвой туда не спускался. Назначение старостой трюма представителя одной из фракций означало смертный приговор для конкурентов. Архивные документы поражают своим цинизмом. В 1948 году пароход «Джурма» списывает по прибытии 185 трупов. Официальный диагноз врача – ВОХП – острая сердечная недостаточность и удушье. Фактическая причина из секретных оперсводок – массовая поножовщина в трюме номер 2, где суки вырезали честных. Трупы выкидывали за борт прямо в Охотское море с молчаливого согласия конвоя, чтобы скрыть потери от центрального аппарата МВД в Москве. Смертность от ножей на одном морском этапе достигала 7%. Культура АУЕ десятилетиями кормила нас мифом о несгибаемых ворах, умиравших за идею. Но архивы доказывают обратное. Столкнувшись с угрозой полного истребления, ортодоксальные воры начали массово нарушать свой же закон.
Возник феномен толколовок, тайных сговоров лидеров честных воров с начальниками лагерей. Вор гарантировал куму тишину в зоне, а взамен администрация переводила бригаду сук в барак, где заранее прятала для воров топоры. Получив оружие от власти, ортодоксы вырезали конкурентов. Понятие «сучивание» утратило идеологию и стало просто ярлыком для уничтожения экономических соперников. Но в 1948 году в уравнение вмешалась третья сила, которую криминал не учел – политическая. 58-я статья. Принято считать, что политические были запуганы интеллигенцией. Это ложь. В особых лагерях, таких как Степлаг и Речлаг, основу 58-й статьи составляли бойцы УПА, прибалтийские лесные братья, пленные кадровые офицеры Красной армии и разведчики. Люди с колоссальным боевым и диверсионным опытом. Политические организовали симметричный террор. Обладая железной дисциплиной, они создали законспирированные эскадроны смерти. По ночам бывшие диверсанты и партизаны методично вырезали спящих уголовных авторитетов, причем как воров, так и сук. К 1952 году в Степлаге политические загнали весь уголовный мир под нары. Криминал был парализован страхом. Руководство лагерей скрывало этот факт от Москвы, потому что признание того, что антисоветское подполье захватило режимный объект, грозило начальникам трибуналом и расстрелом. Сучья война закончилась не победой одной из сторон. Она закончилась демонтажом самой системы. В марте 1953 году умирает Сталин. Бериевская амнистия выпускает на свободу 1 200 000 человек. В 1956 году крупные промышленные лагеря ГУЛАГа расформировывают. Экосистема искусственного дефицита, в которой эта резня имела экономический смысл, исчезла. Конфликт был перенесен на улицы советских городов. Но главное последствие было в другом. Государственная машина, решив тактическую задачу по подавлению лагерей, заложила стратегическую бомбу под весь Советский Союз. Физическое уничтожение десятков тысяч ортодоксов руками коллаборационистов привело к необратимой мутации воровского кодекса. Выжившие криминальные авторитеты поняли главное – абсолютная изоляция от государства ведет к смерти. В закон внесли поправки. Теперь элите разрешалось иметь документы, фиктивно числиться на работе и, главное, выстраивать коррупционные схемы. Сучившиеся уголовники, которые в ГУЛАГе научились подкупать конвой, договариваться с начальниками и распределять теневые фонды, вышли на свободу. Они экстраполировали этот опыт на гражданскую экономику. Именно этот симбиоз прагматичного криминала и коррумпированных госслужащих, выкованный в крови Ванина и Воркуты, стал фундаментом для появления цеховиков, а затем могущественной мафии 90-х. Сучья война уничтожила романтического вора-одиночку и породила системного криминального менеджера. А как считаете вы, был ли у государства другой способ заставить криминалитет работать на лесоповалах, кроме как стравить их друг с другом? Пишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на Crime-Time.ru и жмите колокольчик. Дальше только жесткая правда. До скорого!